Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить медовик, но не классический, а современный муссовый медовый торт. Рецепт не для ленивых, но и ничего особенно сложного в нем нет. Кто пройдет со мной до конца, тот, уверен, будет очень доволен результатом. Торт состоит из медовых коржей, соленой карамели, нежного мусса и зеркальной глазури. И для приготовления мне необходимы следующие продукты. Для коржей 180 граммов пшеничной муки. Это 1 стакан 250 мл с небольшой горкой. 50 граммов сливочного масла. 2 столовые ложки или 50 граммов сахара. Половина чайной ложки питьевой соды. 1 средних размеров яйцо и 50 граммов меда. У меня это 1 полная столовая ложка. Для соленой карамели 125 граммов – это полстакана жирных сливок. 1 столовая ложка меда, 50 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки или 75 граммов сахара. И 1 хорошая щепотка, это примерно 3 грамма или пол чайной ложки соли. Для мусса 2 средних яйца, 250 граммов жирных сливок, это примерно стакан, 200 граммов сливочного сыра, типа Филадельфия или Альметте, 100 граммов сахара, это полстакана, 200 граммов сметаны, у меня 15%, 2 чайные ложки с верхом кукурузного крахмала и 2 полные чайные ложки, это примерно 10 граммов желатина. Сливки для мусса – это единственный продукт, который должен быть перед использованием хорошо охлажден. Сливочный сыр, наоборот, должен быть комнатной температуры. Ну и для самых смелых – зеркальная глазурь. Для ее приготовления мне понадобится 150 граммов сахара, это 6 столовых ложек, 150 граммов инвертного сиропа, 75 мл, это четверть стакана воды, 100 граммов сгущенного молока, 150 граммов белого шоколада, 2 чайные ложки с верхом или 12 граммов желатина и какой-либо пищевой краситель. Цвет на ваше усмотрение. Первое, что я сделаю, это замочу желатин для мусса. Добавлю к нему 60 мл холодной воды. Размешаю и оставлю набухать. Теперь займусь тестом для медовых коржей. Подберите посуду так, чтобы миска у вас не касалась дном воды. Сотейник с водой я ставлю на плиту, а в миску складываю сливочное масло, высыпаю сахар и выкладываю мед. Отдельно разболтаю яйцо. Поставлю миску на водяную баню и подожду, пока масло распустится. Когда масло растаяло, добавляю разболтанное яйцо, перемешиваю и добавляю соду. После того, как началось активное пенообразование, прогреваю массу 2-3 минуты, не переставая все время помешивать. Дам смеси чуть-чуть остыть, минуты 3. И начну подсыпать муку и замешивать тесто. Это тесто не дрожжевое, вымешивать нам его не нужно. Самое главное – хорошо размешать муку. Готовое тесто получается очень нежной консистенции. Расстилаю пищевую пленку, выкладываю на нее тесто, заворачиваю и убираю в холодильник, как минимум на час. А теперь я могу заняться приготовлением соленой карамели. Для этого разогреваю на плите сковороду или посуду с толстым дном. На разогретую поверхность высыпаю равномерным слоем половину сахара и жду, пока он начнет топиться. Когда начали появляться такие характерные проплешинки, огонь уменьшаю до минимума и начинаю понемногу подсыпать вторую партию сахара. А в это время в другой посуде ставлю на плиту сливки и нагреваю их до кипения. Кипятить не нужно. Сюда же добавляю мед, все перемешиваю. Перемешивайте не торопясь, аккуратно, понемногу вмешивая оставшийся сахар в растопленную массу, чтобы карамель не комковалась. Кладу масло. Соль добавляйте на свое усмотрение. Если вы любите, чтобы в карамели попадались кристаллики соли, то добавляйте ее в конце. Если хотите, чтобы она полностью растворилась, то можно добавить ее сейчас. А теперь понемногу я начинаю вводить в сахар горячие сливки. Сливки вводятся горячими для того, чтобы сахар не скомковался. И теперь карамель нужно проварить. Если есть термометр, то до 108 градусов. Если термометра нет, то около 3 минут. Карамель перелейте в более удобную посуду, поставьте в холодное место остывать. Теперь можно заняться выпечкой коржей. Включите духовку, разогрейте ее до 160-170 градусов и подготовьте 2 листа пекарской бумаги под противень. Разделю тесто на 4 части, так как мне нужно выпечь 4 коржа диаметром 16 см. Делю на глаз.
Так как диаметр у коржей небольшой, я буду печь их парами. Сначала руками придам форму, а потом раскатаю до нужного диаметра. Я бумагу ничем не смазываю, но если у вас тесто пристает к бумаге, имеет смысл присыпать ее мукой. Перед тем, как отправить коржи в духовку, нужно густо наколоть их вилкой. И теперь с бумагой перемещаю на противень. Отправляю в духовку на 5-7 минут до зарумянивания. А пока на втором листе раскатываю следующие 2 коржа. Первая партия готова, снимаю и ставлю вторую. Отделяю коржи от бумаги, здесь же оставляю, только переверну. Чуть остывшие коржи обрезаю по нужному мне диаметру. Совсем не обязательно делать это с помощью кольца. Можно подобрать подходящую тарелочку и обрезать ножом. Обрезки соберите. Если вы не захотите сделать зеркальную глазурь, то они могут пригодиться вам для украшения торта. Со второй партией поступаю аналогичным образом. А остатки можно дополнительно подсушить на остаточном тепле духовки. Когда коржи полностью остыли, я беру также остывшую и загустевшую карамель. Кстати, чтобы она быстрее остывала, я просто ставлю ее в морозильник. И промазываю карамелью коржи. Делю ее примерно на 3 части. Верхний корж промазывать не надо. Аккуратно, но довольно сильно прижимаю коржи рукой, добиваясь, чтобы карамель внутри равномерно распределилась. Подравниваю. И дальше поступаю следующим образом. Расстилаю пищевую пленку, беру всю получившуюся конструкцию и аккуратно упаковываю. И убираю в морозильник. Это серединка нашего торта. Прежде чем делать крем-мусс, я подготовлю форму. Собирать торт я буду в кольце диаметром 18 см. Если у вас такого кольца нет, ничего страшного. Подойдет любая полукруглая форма. Беру пищевую пленку и натягиваю сверху. Добейтесь того, чтобы пленка была натянута ровно. А теперь переворачиваю форму на доску с ровной поверхностью. Изнутри я прокладываю форму специальной кондитерской пленкой. Вместо нее можно использовать обычный файлик, папочку для листов. А можно ничего не использовать. Я это делаю, чтобы получить более ровную поверхность суфле. Минут за 10 до использования форму вместе с доской я поставлю в морозильник. Для заварной основы смешаю в кастрюльке сахар, крахмал, перемешаю их вместе, добавлю сметану и яйца. Все хорошо перемешаю, поставлю на плиту на небольшой нагрев и при постоянном помешивании буду прогревать крем, пока он не загустеет. Когда на поверхности крема остается явно различимый рисунок, нагрев выключаем, а в горячий крем вливаем подготовленный желатин. Очень желательно его процедить. И все хорошо перемешиваем. Готовую заварную основу остужаем до комнатной температуры, либо периодически помешивая, либо накрыв пищевой пленкой в контакт с поверхностью крема. Для ускорения процесса я просто поставила кастрюльку в миску с ледяной водой и, помешивая, быстро охладила крем. Теперь в остывший крем я добавляю сливочный сыр и венчиком перемешиваю. Взбивать не нужно. Вот такая нежная, красивая масса у меня получается. Осталось взбить охлажденные сливки. Устойчивой пены не нужно, сливки должны быть полувзбитыми. Вот такой пышной консистенции вполне достаточно. К сливкам добавляю заварную основу со сливочным кремом и перемешиваю на самых малых оборотах. Нежный крем-мусс готов. Достаю из морозильника замороженную серединку, распаковываю и также из морозильника достаю подготовленную форму. Выливаю сюда мусс. Сюда же аккуратно опускаю нашу серединку и полностью погружаю в мусс. Излишки можно снять. Закрываю торт сверху пищевой пленкой. Теперь его нужно вот в таком виде вместе с доской отправить в морозильник как минимум на 5-6 часов. Перехожу к приготовлению зеркальной глазури. К 12 граммам желатина добавьте 70 мл холодной воды и оставьте набухать. Я это сделала уже заранее, полчаса назад. В высокую узкую посуду я выливаю сгущенку и сюда же разламываю белый шоколад. Сотейник ставлю на газ, выливаю воду, высыпаю сахар. Сюда же добавляю инвертный сироп или сироп глюкозы. Как приготовить инвертный сироп дома, вы можете посмотреть в моем ролике, который я недавно выложила на канале. Включаю под сотейником нагрев, добиваюсь полного растворения сахара и довожу массу до кипения. Варю сироп до температуры 103 градуса, если термометра нет, просто поварите 2-3 минуты. В шоколад и сгущенку выкладываю хорошо набухший желатин и все заливаю горячим сиропом. Пару минут даю массе разойтись.
и пробиваю блендером. Попробуйте найти такое положение блендера, при котором он будет давать наименьшее количество пены. Теперь можно добавлять пищевой краситель. Я, смешав 2 красителя, попыталась получить оранжевый цвет. По-моему, вышло что-то близкое. Для того, чтобы глазурь хорошо ложилась, в ней не должно быть пены. Поэтому либо ее снимите, либо можно попытаться ее процедить аккуратно. Теперь глазурь нужно охладить до 35 градусов, это практически температура тела, и можно будет покрывать торт. Пока глазурь остывает, либо накройте ее пищевой пленкой в контакт с поверхностью, либо периодически помешивайте, чтобы не образовалась пленка на поверхности. Теперь нужно подготовить место, где будем покрывать торт. Это может быть любая емкость, главное, чтобы ее размер был больше, чем диаметр торта. Не обязательно круглая, может быть квадратная. Это может быть просто противень из духовки. Я застелю ее пищевой пленкой, чтобы мне было легче потом собрать остатки глазури. Дело в том, что глазурь у вас останется. И остатки нужно будет собрать, и можно будет использовать либо для покрытия другого торта, либо для покрытия пирожных. Глазурь хранится в холодильнике 3-5 дней, и также ее можно заморозить, и в морозильнике она будет у вас лежать 2-3 месяца точно. Должна получиться вот такая конструкция. Довольно высокая подставка, диаметром меньше, чем диаметр торта, и внизу емкость для сбора глазури. Глазурь остыла до температуры 36 градусов, и я достаю торт из морозильника. Снимаю сверху пищевую пленку и ставлю торт на подставку. Сверху также аккуратно снимаю пищевую пленку. Теперь беру обычный фен для волос и горячим воздухом прохожу по периметру торта. И после этого очень легко снимаю кольцо. Кольцо убираю и сделаю подставку пониже, чтобы было лучше видно. Внутри кольца у меня была кондитерская пленка. Ее снимаю тоже. И теперь аккуратно тыльной стороной руки немножко прохожу по углу торта, чтобы сделать его не таким острым. Беру глазурь, поливаю торт. Лью глазурь сильной струей прямо в середину поверхности. Ничего не кручу, не верчу, выливаю примерно половину количества. Жду пару минут, пока излишки стекут и глазурь немножко устоится. Через пару минут выливаю оставшуюся глазурь и даю ей стечь. И когда видите, что глазурь уже больше не стекает, берете нож или лопаточку и аккуратно убираете снизу вот эти капли. Нужно аккуратно перенести торт на подставку или на тарелку. Лучше взять левую руку. И когда ставите, подложите лопатку или нож, чтобы вытащить руку. Двигать его потом будет нельзя, потому что глазурь потянется за тортом. И теперь осталось украшение. В общем-то, эти торты не особенно нуждаются в украшении, потому что они и так очень красивые. Можно придумать какой-нибудь интересный декор, например, из шоколада. Я украсила вот так. Сделала бордюр из остатков медовых коржей. Такие бордюрчики хорошо смотрятся и скрывают огрехи, если таковые имели место быть. Вот такой чудесный муссовый медовый торт у меня получился. И обязательно получится у вас. Главное, не бойтесь, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Сделайте этот торт один раз, и вам захочется готовить такие десерты снова и снова. Желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр. Если рецепт понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки.